Матери показалось странным каждый день находить красную розу на могиле своего сына. Когда она установила камеру, чтобы посмотреть, кто его навещает, она была потрясена. Солнечным субботним днем Амелия и ее сын Оливер решили устроить пикник. Они приготовили бутерброды, фрукты, напитки и нашли уютное местечко в парке. Пока они ели, мальчик заговорил о своей страсти к писательству и сказал, что работает над новым рассказом. Его мать, всегда интересовавшаяся тем, что делает ее сын, спросила, каков сюжет. Оливер взволнованно начал рассказывать ей, а Амелия внимательно слушала и была поражена воображением своего сына. Когда он закончил рассказ, она гордо улыбнулась и сказала, «Сын мой, ты потрясающий писатель. Как тебе удалось создать целый мир с помощью одних только слов?» Он улыбнулся в ответ и сказал, «Спасибо, мама. Я не знаю, как бы я смог писать без твоей поддержки. Ты мой самый большой поклонник». Они оба рассмеялись, и женщина сказала, «Конечно. Я буду всегда рядом, чтобы поддержать тебя во всем, что бы ты ни решил сделать». Они продолжили разговаривать и наслаждаться пикником, смеясь и строя планы на будущее. Амелия была сильной и независимой женщиной. После того, как ее муж умер от сердечного приступа, ей пришлось растить сына одной, без чьей-либо помощи. Ее муж, Лукас, был успешным бизнесменом, и они жили очень обеспеченной жизнью. Но женщину не интересовала жизнь только ради денег. Она хотела вырастить любящего и ответственного сына. Оливер был умным и добрым молодым человеком, которому только что исполнилось 18 лет, и он готовился поступить в колледж. Его мать гордилась тем, каким вырос мальчик, и их отношениями. Они были лучшими друзьями и всем делились друг с другом. Однажды, когда они сидели в гостиной, молодой человек спросил, «Мама, почему ты больше никогда не выходила замуж?» Амелия вздохнула и ответила, «Я уже нашла любовь всей своей жизни. Твой отец был всем, что мне было нужно, и я не смогла бы найти никого, похожего на него». Оливер грустно улыбнулся и просто согласился. Он знал, что никогда не найдет никого, кто смог бы заменить ему отца, но ему очень хотелось снова увидеть свою мать счастливой. Но Амелия не позволяла печали взять над собой верх. Они с мальчиком наслаждались жизнью в полной мере, путешествуя по миру и пробуя что-то новое. Когда они были дома, им нравилось готовить и смотреть классические фильмы. Их жизнь была полна любви и приключений. Но бедная мать не была готова к тому, через что ей придется пройти. Мальчик поступил в колледж в соседнем городе. Он по-прежнему навещал мать каждые выходные, так как это было всего в 2 часах езды. И в те выходные, после пикника, мальчик сел в свою машину и поехал обратно в университет. Однако на середине пути пьяный и безрассудный водитель выехал на встречную полосу и врезался в машину мальчика. Удар был настолько сильным, что Оливера выбросило из машины, и он упал на землю без сознания. Когда Амелия получила известие о несчастном случае, ей показалось, что мир рухнул вокруг нее. Она бросилась в больницу и обнаружила своего сына в критическом состоянии, подключенного к аппаратам и борющегося за свою жизнь. Следующие несколько недель она провела рядом с ним, молясь о том, чтобы ее маленький мальчик выздоровел. Амелия не могла представить свою жизнь без Оливера и не знала, как жить дальше, если он не выживет. «Боже, пожалуйста, не забирай моего сына», — умоляла мать. Амелия не могла заснуть и почти ничего не ела, постоянно думая о своем сыне. Она чувствовала, что с каждым днем теряет часть себя, и задавалась вопросом, что она могла бы сделать по-другому, чтобы предотвратить несчастный случай, поскольку считала, что в этом каким-то образом была ее вина. К ужасу этой бедной женщины борьба Оливера за жизнь подошла к концу. Мать кричала и рыдала. Казалось, из ее легких выкачали весь воздух.
Она всхлипывала, не в силах смириться с тем, что ее сына больше нет. Боль и печаль Амелии были невыносимы, и ей казалось, что она никогда больше не сможет улыбаться. Через несколько дней после похорон, пребывая в вечном трауре, она начала каждый день навещать могилу своего сына. Она сидела у его надгробия и разговаривала с ним так, как будто он все еще был там. Эти визиты стали ритуалом, который помогал ей справиться с болью утраты, хотя тоска никогда не проходила. Амелия рассказывала Оливеру о том, как прошел ее день. Она вспоминала счастливые моменты, которые они провели вместе. И всегда она проливала слезы, которые орошали землю, как дождь. Вот так проходили дни этой бедной женщины. Однако однажды, когда Амелия шла к могиле Оливера, ее взгляд упал на то, чего она никогда раньше не видела, на красную розу на его надгробии. Она подошла к цветку, чувствуя себя заинтригованной и немного испуганной одновременно. Она огляделась вокруг, надеясь найти кого-нибудь, кто мог бы объяснить присутствие розы, но никого не было видно. Мать подумала, что, возможно, кто-то оставил цветок в знак утешения или сочувствия, поэтому она не возражала против такого жеста. Однако со временем красная роза стала постоянно присутствовать на могиле мальчика. Когда другие цветы увядали, роза оставалась на месте, всегда свежая и трепещущая. Амелия не могла понять, зачем кому-то понадобилось приносить цветы к месту упокоения ее мальчика. И задавалась вопросом, не кроется ли за этим что-то еще. Поэтому она стала поочередно посещать могилу своего сына, пытаясь выяснить, кто мог оставить там цветок. Однако чем больше она пыталась выяснить, тем больше запутывалась. Именно тогда Амелия решила расспросить персонал кладбища. Но никто ничего не знал, потому что никто не следил за тем, чтобы посетители могли уединиться. Женщина становилась все более беспокойной. После нескольких недель раздумий Амелия решила, что ей нужно выяснить правду. Она купила камеру с камуфляжным покрытием. Ее идея заключалась в том, чтобы установить ее рядом с могилой и, наконец, выяснить, что происходит. Поэтому она установила камеру на ночь и пошла домой. На следующий день Амелия бросилась к ноутбуку, чтобы проверить снимки. Она не могла поверить своим глазам. Ее сердце бешено заколотилось, когда на видео появилась фигура женщины. Она оставила красную розу на могиле Оливера, опустилась на колени и заплакала. Амелия приблизилась к экрану, пытаясь разглядеть лицо женщины. Но изображение было размытым. Она испытывала смешанные чувства, такие как любопытство, страх и даже надежду. Кто она? Как она связана с моим сыном? Бедная мать не могла перестать думать об этом. Итак, после недели наблюдений за незнакомкой, Амелия отправилась на кладбище как раз перед тем, как женщина должна была навестить могилу ее сына. Мать спряталась на расстоянии, выжидая подходящего момента, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. И через некоторое время женщина, наконец, появилась, положила красную розу и заплакала. Амелия медленно приблизилась к ней, незаметно разглядывая, и была удивлена, увидев, что женщине около 40 лет. Ей показалось, что она знает это лицо, но не могла вспомнить откуда. Но затем, когда таинственная женщина повернулась, чтобы уйти, она столкнулась с матерью мальчика и побледнела. Незнакомка была совершенно сбита с толку и, казалось, чувствовала себя в ловушке. Однако, несмотря на страх, который она испытывала, она взяла себя в руки, прежде чем сказать то, чего Амелия никогда не могла себе представить. «Я биологическая мать Оливера», — сказала незнакомка. Амелия поперхнулась. Теперь она точно узнала человека, стоявшего перед ней. Это была та самая женщина, которая продала ей Оливера, когда он был еще младенцем. Оказывается, когда она еще была замужем за своим покойным мужем, Амелия обнаружила, что не может иметь детей из-за заболевания, называемого синдромом поликистозных яичников.
Отчаявшись стать матерью, она искала все возможные варианты. Она проходила различные медицинские процедуры. Она попробовала искусственное оплодотворение, хотя и знала, что шансы на это очень малы. Однако после нескольких лет безуспешных попыток она начала терять надежду. Именно тогда, через знакомого своего мужа, Амелия узнала, что девушка по имени Луиза, которой на тот момент было всего 18 лет, была беременна и искала кого-нибудь, кто мог бы вырастить ее ребенка. Недолго думая, Амелия решила оставить ребенка у себя. Она заплатила девочке определенную сумму и с помощью доверенного адвоката узаконила усыновление и назвала малыша Оливер. Она никогда не говорила мальчику правду, но всегда любила его так, как если бы он был ее родным сыном. Но это не объясняло, как Луиза узнала, где они живут. Или как она узнала о смерти мальчика. Затем она пояснила. «Я знаю. Это звучит странно. Оливер встретил меня несколько месяцев назад, и мы разговорились. Он хотел узнать больше о моей истории, а я хотела извиниться за все, что сделала в прошлом. Я действительно сожалею, что продала его. И когда я узнала, что его больше нет, я стала приходить сюда каждый день, чтобы почтить его память и попросить прощения». Амелия была потрясена словами Луизы. Она не знала, что чувствовать и как реагировать на все это. С одной стороны, она была счастлива узнать, что ее сын нашел свою биологическую мать, так как всегда хотела рассказать ему правду, несмотря на свой страх. Но с другой стороны, она чувствовала себя преданной и обманутой. «Я никогда не знала, что он искал тебя», — сказала Амелия, стараясь держать себя в руках. «Он сказал мне, что узнал о том, что его усыновили, когда понял, что на семейных фотографиях у всех вас мочки ушей более выпуклые, а у него нет. Таким образом, он пришел к выводу, что вы не являетесь его биологическими родителями. Я понимаю, что вы чувствуете, но вы должны понять, что я просто хотела извиниться и присутствовать в жизни моего сына», — ответила Луиза. Несколько мгновений обе женщины молчали, глядя друг на друга. Амелия действительно не знала, что сказать, но она была рассержена, опечалена и тронута этой женщиной одновременно. Но затем ее захлестнула волна сочувствия к Луизе, потому что она тоже была матерью и знала, как трудно справляться с болью потери ребенка. Она подошла к женщине и обняла ее, позволив выплакаться в ее объятиях. «Как мать, я могу представить, как невыносимо потерять нашего ребенка, и думаю, именно это сейчас нас объединяет. Несмотря на наши различия, мы обе матери. Если ты захочешь поговорить, поплакать или просто помолчать, я буду всегда рядом», — сказала Амелия, утешая ее. Это был момент сострадания и взаимопонимания между двумя женщинами, которые разделяли боль утраты. Время шло, и две матери Оливера становились все ближе. Со временем боль от потери начала утихать и уступать место чувству благодарности и умиротворения. Амелия чувствовала, что наконец-то нашла способ почтить память Оливера и сохранить его память в своем сердце, а Луиза была довольна тем, что наконец-то смирилась с прошлым и сделанным ею выбором. Эти две женщины никогда не смогли бы заменить ту роль, которую Оливер сыграл в их жизни. Но вместе они нашли утешение и товарищеское отношение, несмотря на свою боль. Дружба, которая зародилась между ними, стала неожиданным подарком, но придала новый смысл их жизням. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Амелии? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.